Друзья, смотрите, что у нас есть. Asus ROG Strix G17, модель 2022 года. Купил специально себе, сейчас многие начнут хейтить и говорить, что мне его прислал Asus. Ну, давайте посмотрим на мою кепку. И у многих сейчас порвет, наверное, одно причинное место, потому что это Acer Predator. Знаете, я представляю сейчас комменты подписчиков, типа, ну как ты в кепке Predator обозреваешь ноут Asus. Ну, во-первых, я купил его за свои деньги, имею право делать все, что захочу. А во-вторых, вот я почти 2 года обозреваю устройство Asus, и вот, ну, не разжился я как-то кепочкой Asus, вот как-то так. Вот Acer у меня есть, ну, любит нас Acer, присылает. У меня есть и кепки Acer Predator именно серии, и тапки Predator, и халатик Predator, и даже носочки Predator, и зимние шапочки Predator. Я весь такой Predator, а вот Asus нет. Ну да ладно, это меня улыбается полстудии, не знаю. А у меня, кстати, вон футболка черная Predator лежит. Вон она лежит. Вот посмотри, что это за футболка. А это Tenda, извините, Predator где-то лежит. Ну, в общем-то, на Ryzen 9 6900HX, на DDR5 с Wi-Fi 6E модулем, с 2,5 гигабит LAN, с видеокартами от 3060 до 3080, в этой модели конкретно 3060, но это не совсем простая модель, которая есть, допустим, на моем рынке или на рынке США. Эту модель я покупал конкретно в Германии, и что это за модель, чем она отличается, мы рассмотрим на канале Технозон. Поехали! Короче, еще один показатель того, что это мой ноут. Смотрите, как я заюзал блок питания, я его уже зацарапал. И начнем именно с блока питания. Блок питания здесь аж 240 ватт. Я объясню, в чем фишка. Это, во-первых, это мощная машина, очень мощная машина. Во-вторых, у нее есть Power Delivery порт, на который выдается 100 Вт. Это значит, что дополнительно ему нужно будет еще 100 Вт отдать на Power Delivery, если мы оттуда будем брать быструю зарядку, либо использовать какие-то устройства с питанием от Power Delivery. Рассмотрим, что у нас есть. По бокам у нас есть два USB 3.2, но они у меня, видите, тут, ну, здесь стоит у меня донгл. Кстати, мышка тоже не Asus. Использую такой старый Logitech, ужасно старючий. Но не разжился я на Asus ROG или хотя бы на Asus TUF. Ну ладно. Есть разъем 3.5 комбинированный, ну, диффузор охлаждения. Здесь у нас больше ничего нет, здесь видна подсветка аура, я еще покажу, как это все дело светится. Спереди у нас тоже ничего кроме ауры нет, и на другой боковине нет. А вот сзади у нас есть достаточно интересные интерфейсы. Есть Type-C, есть Type-C с поддержкой Thunderbolt 4, то есть вы сюда можете подключать монитор, есть HDMI, LAN RJ45 на 2,5 гигабита и, конечно же, порт питания. И есть везде вот такие вот диффузоры охлаждения. Конечно же, у нас сзади такой фирменный стиль Asus ROG, видите, там Back on Top, Republic of Gamers. И еще тут немаловажный момент. Вот эта версия, в ней 16 гигабайт DDR5 и плюс стоит один NVMe SSD на терабайт, PCI-Express 4. Я уже сейчас отснял, чтобы вы понимали, этот ноут уже модернизирован. Я, конечно, буду обзор показывать его базовой версии, но будет вторая часть этого видоса, где я сюда влеплю плюс 16 гигов, ну, грубо говоря, здесь будет 32 гига DDR5 4800 МГц в двухканальном режиме. Это будет Kingston HyperX Fury, по-моему, или не помню какую. Ну, короче, посмотрите там уже в обзоре. Поэтому подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить этот обзор. Ну и, конечно же, ссылки на продавцов на этот ноутбук лежат в описании под видео. А также мы сюда еще втулим M2 NVMe SSD намного круче, чем тут стоит. Потому что у этого ноута есть как положительные стороны, так и есть ряд отрицательных сторон, которые мы сейчас озвучим. Но давайте сначала посмотрим, перед тем, как я расскажу все его прелести. Хотя, слушайте, давайте, знаете, как сделаем? Я вам сейчас покажу, что они спереди заявляются. Вот у нас спереди есть тут надписи. Ну, здесь не буду показывать. Не буду. Почему? Объясню. Я сейчас покажу, что сделано, допустим, для нашего рынка, для рынка Украины. И покажу, что у меня стоит внутри и в чем разница. Использую, кстати, видели, ZenBook 14, вроде неплохой, но тормозит подлюка. На Core i7
Тормозит из-за некоторых моментов. Я уже его апгрейдил, ну такое. Вообще, смотрите, представлено в моей стране 4 версии ROG Strix G17. Во-первых, это 17,3 дюйма, чтобы вы понимали. Про экран немножко позже. Ну, Настя, дай нам еще тестер яркости экрана, такой в черной коробочке. Так, мы взяли тестер яркости экрана. Это называется Screen Luminance Meter. Классная штука. 4 модели. И здесь они идут, во-первых, без операционной системы. Есть варианты на мобильном процессоре AMD Ryzen 9 6900HX, 8 ядер, 16 потоков до 4,9 ГГц с 20 мегабайтным кэшем. Есть на Ryzen 7 6800H, есть на Ryzen 7 и опять Ryzen 9. То есть все на Ryzen, но варьируется везде 3070 Ti, кроме Ryzen 7 на 3060. Вот как-то меня, знаете, было вот этот вот момент слабый, который Ryzen 7 6800H, он слабоват для моих целей. А видеокарта как раз в самый раз была 3060, и по цене он выходил неплохо. Но что у нас здесь есть? Дело в том, что у всех 4 моделей заявлена поддержка Dolby Vision на экране и заявлен Dolby Atmos. Это немаловажный момент, потому что яркость у этого экрана действительно очень классная и изображение просто охренительное. Но у всех этих моделей экран 17,3, он был заявлен 2К, и при этом Full HD был только в младшей версии. Моя модификация включает Full HD экран, но в отличие от того, что здесь, у меня он включает 360 Гц. Вот, это младшая модель, но у меня младшая модель с процессором Ryzen 9. Это была, скажем так, такая интересная модификация специально для немецкого рынка, потому что на американском рынке эта штука вообще выходила, я вот нашел G17 22 года, и она стоит там невероятно дешево, но там все намного хуже в том плане, что там 3050 RTX и 144 герцовый экран. То есть, ну, правда, там изначально было 32 гига SODIMM DDR4, но при этом было 512 гигов всего лишь NVMe 4 диск SSD. Как бы, ну, совсем для американского рынка обделили, так обделили. Если говорить о моей модификации, то я вам сейчас покажу спецификацию. Она есть только в PDF, потому что ее конкретно найти мне не удалось отдельно. Это модификация на Ryzen 6900HX, на GeForce 3060, 6 гигов памяти, 360 Гц экран, Nano Edge дисплей с Adaptive Sync, чтобы вы понимали. Full HD экран, IPS матрица 360 Гц с откликом в 3 миллисекунды. У меня стояло 16 гигов DDR5 2 по 8 и 1 терабайт микрон на PCI Express 4. Кстати, из минусов я сейчас тоже его обсужу. Такое себе хреновое действие было. Ну, Wi-Fi 6E здесь от Mediatek. И в принципе, что здесь есть? Dolby Atmos, Dolby Vision и DTS HD Hi-Res сертификация, то есть здесь классный звук. Что примечательного в Asus ROG? Дело в том, что сама Asus позволяет без потери гарантии самостоятельно модернизировать, и даже есть вот инструкции по модернизации, то есть модернизировать без потери гарантии вы можете память и SSD диск, и мы это сделали, уже в другом видео покажем, как мы его разобрали, поставили, посмотрите компоновку, вообще шикарно, там даже теплоотводные наклейки на памяти, вообще красивенько, очень красиво, и разбирается очень просто, поэтому меня это привлекло. Цены варьируются на данные модели, это, конечно, не более старшие роги, это Asus ROG Strix конкретно, но они варьируются от 1600 до, я видел, и за 2700 модификацию там в максимале, но есть и 3080 на них, и 3070 Ti видеокарты, 3060, и, как оказывается, для рынка Америки есть еще 3050. В моей немецкой версии ноутбука, то есть если посмотреть на клавиатуру,
У меня здесь нет русских букв, я печатаю нативно, и здесь, здесь поменены местами Y и Z. То есть в немецких ноутбуках всегда заменены Z и Y. Я ее брал за чуть более за 200, плюс там некоторые платежи у меня вышли, короче. А варьируются они от 2600, мы видим. Есть, можно найти версии за 2700, 2800. Есть за 1700, но это у нас на Рязани 7, конкретный R7 6800 на 3060, ну такой себе вариант, я бы, честно говоря, не рассматривал. И есть у нас варианты, там, допустим, опять на Рязани 7, но с RTX постарше. Есть у нас с 512 гигабайт NVMe, это за 1651 вообще можно взять на Windows 10. А здесь у нас лицензия, то есть если в моей стране они поставлялись без операционной системы, то для немецкого рынка у меня стояла Windows 11, Home, Windows 11 Home, при этом с возможностью установки полностью языковых пакетов украинского, русского, любого, которая, то есть она не одноязычная была. Ну, можете по ссылкам поискать их, посмотреть, что за модификации. Если говорить про американский рынок, то про европейский рынок, то там у нас и Windows 10 поставлялась, и были вообще на процессорах. То есть вот эта модификация, она немножечко уникальна в том плане, что она была сделана под OTU, я его покупал в OTU, а вообще поставлялись они и на Рязани 7 5800, и на Рязани 9, но нигде не было в модификации в той, в которую я брал. Здесь вообще было 3070 для Европы, вот просто тупо 3070 и все, не TI, не 3080, а на Амазоне можно еще 3080 найти. Но с этим ладно, здесь мы уже проговорили, давайте поговорим о сильных и о слабых сторонах. Сильные стороны — это мощность. Чтобы вы понимали, этот процессор Ryzen 9 6800, какой у нас там, я уже начал заговариваться. Вот эта Ryzen 9, она сравни по мощности с Intel Core i7-11700KF. Чтобы вы понимали, это очень близкий мне процессор. Я очень долго использовал печку, именно стационарный комп, именно на этом процессоре, в паре с 3070 RTX, и как бы все было хорошо, пока у меня не возникла надобность очень много путешествовать. И честно, меня устраивала эта мощность, мне не нужно было там 12-е поколение, 13-е поколение, вполне хватало для монтажа. И вот когда я сел за этот ноутбук, я понял, что разницы в работе между стационарной печкой и вот этим вот ноутбуком это просто никакой. Просто никакой. Я абсолютно идеальный отклик, абсолютно быстрый отклик, все быстро переключается, все классно работает, DDR5 рулит, а особенно после улучшения он стал работать просто невероятно быстро. Это намного интереснее стало, чем моя печка. Из сильных сторон по охлаждению. Вы когда посмотрите тесты в играх, он не грелся в самой тяжелой игре выше 78 градусов. Здесь сделано очень крутое охлаждение, и вы можете пойти на сайт, посмотреть, там они расписывали про лезвие и про кучу всяких там вентиляторов красивых, но главное, что они здесь запилили, это охлаждение на жидком металле. То есть здесь он, во-первых, обслуживается немножко по-другому, то есть здесь нет термопасты как таковой, используется жидкий металл для улучшенного теплоотвода, и действительно они смогли это победить, как на видеокарте, так и на процессоре. С нагревом у данного ноутбука проблем нет. Аура. Аура — это одна из моих любимых вещей в Asus ROG серии, в Asus TUF серии. Ну, в TUF там вообще такой слабенькая аура, но я вот вам сейчас показываю нарезку, как это все красиво выглядит. И здесь не только аура самого ноутбука переливается, здесь есть еще и аура обои. Все это действительно красиво. При подключении каких-то аура устройств вы тоже их можете синхронизировать, будет красиво. Очень мощно, очень быстро. Из плюсов еще 2,5 гигабайт LAN, потому что у меня есть 10 гигабит в офисе, можно использовать. И, конечно же, экран. Экран с Dolby Vision, экран на 360 Гц 3 миллисекунды. Прям вот игровой режим. Сейчас мы проверим быстренько яркость, а потом поговорим о минусах. Потому что минуса есть, и они зачастую даже немножечко критичны. Так, яркость экрана у нас на максимале. Это, чтобы вы понимали, SDR режим. В SDR режиме он у нас выдает 314 кандел. Они 314 кандел и заявляются в SDR режиме. Это правда. Экран честный. В Dolby Vision режиме он будет выдавать на пиковой нагрузке, на пиковом показателе до 500 нит яркости. Ну, те же самые 500 кандел на метр квадратный. Это очень классный показатель. И не нужно путать это с показателями телевизоров. Среднестатистический хороший монитор показывает 250 кандел. Здесь у нас 300 кандел в SDR режиме.
в Dolby Vision до 500 дает. Это очень круто. Почему? Потому что ваш монитор ближе к вам, чем телевизор. В телевизоре нужна выше яркость, потому что он дальше. В мониторе нужна ниже яркость, потому что она ближе. И здесь яркость просто шикарная. Экран практически без засветов. То, как он справляется с играми, вы увидите. А вот теперь по минусам. Ребят, минуса очень даже хреновые. Я вам объясню почему. Где нахрен камера вебка? Где нахрен веб-камера? Asus, вы что, охренели? В ноуте за овер 2К евро у вас нет элементарной HD камеры для того, чтобы я мог пообщаться в Windows Messenger, либо в Skype, либо в этом. Мне нужно сюда просто-напросто мутить какую-то нахрен камеру. Зачем мне это надо? К тому же здесь очень узкая верхняя рамка и наружная камера, обычно она захлест, и это выглядит ужасно. То есть мне каждый раз нужно будет эту камеру ставить, а я пользуюсь мессенджерами и видеоконференц-связью достаточно часто. Я вот этот вот момент упустил, и только когда я одуплился, понял, что ну блин. Потом, второе. Где USB на этой стороне? Вот, ну, ребят, ну как так можно было? То есть, если у меня радиомышь, то я должен USB-шку включать здесь, а если у меня еще и разнос такой, у меня ноут дома стоит чуть выше, мышь ниже, то она иногда теряет коннект и есть лаги. То есть мне нужно использовать либо провод, либо черт знает что. Да, у меня бомжа мышь и Rockstrix мыши стоят хрен пойми сколько денег. Да, там рог мыши эти дорогие игровые. И, честно говоря, на них тратить деньги я не хочу. То есть вот этот вот момент меня тоже захарил. Он мне не понравился. В-третьих, диск. Поставить сюда микрон, поставить в одну из топовых моделей на третьей серии RTX. Да, сейчас есть круче модели на четвертой серии. Все мы не спорим. Но поставить за овер 2К евро, поставить сюда микрон, это тоже, ну, честно вам скажу, жлобство. Ребят, это жлобство. Ну, для меня это критично. Мне пришлось сюда докупать, ставить нормальный диск. Вы увидите в апгрейде, который читает 7000 на запись на 6100. То есть вот это уже совсем другой разговор. Потом, ну ладно, техническое ограничение в 32 гигабайта максимальной оперативной памяти. В принципе, ну такой, я обычно хотел бы, конечно, 64 на такую мощность, DDR5 64, прикиньте, было бы вообще невероятно круто. Почему? Потому что я использую его для монтажа 4К видео, и на текущий момент вот 32 это впритык уже, то есть там какие-то тяжелые монтажи, тяжелые 3D приложения, еще там какие-то моменты. Да и в играх я заметил, что уже 16 вообще не взлетает. 16 вообще не взлетает, то есть у меня были моменты, когда был потолок 15,1 занято, это просто невероятно. Ну ладно. Ну и я мог бы еще сказать чего-то придумать, но не буду, потому что буду честен, действительно неплохо, действительно получилось абсолютно неплохо. Клавиатура имеет у нас дополнительные кнопочки, здесь они программируются через Armoury Crate, которые вот приложения, здесь очень много функциональных кнопок, клавиатура вообще просто достойна, очень маркий. Я только его перед съемкой протирал, но вот любое прикосновение оставляет, вот именно здесь у нас пластик, здесь у нас металл, любое прикосновение оставляет у нас какие-то следы. Но это уже, знаете, такое чисто эстетические моменты, которые у нас, в принципе, на которые не стоит обращать внимание. Тяжелый, батарея, вот как бы там, знаете, я смотрел тесты, я смотрел их заявленные о том, что там может там чуть ли не до 18 часов в каком-то режиме проработать, но это если вы тупо на него будете сидеть, смотреть в режиме в стендбае, да, то есть я вам честно скажу, активно играть здесь на батарее вообще не рекомендуется, потому что ее ни хрена она не будет у вас вытягивать. Сейчас у меня стоит экономия заряда, он сам включился. Осталось 98% заряда. Блин, как оценить у нас время работы? Осталось 5 часов 2 минуты. Но справедливости ради я вам скажу, что ну, сейчас стоит режим питания максимально эффективное энергопотребление. Если поставить макс производительности, попробовать играть, или, допустим, на сбалансированном режиме, это, ну, 3 часа. 3 это овер потолок.
Вы тут можете там перепрыгнуть через себя, больше вы не получите. Хорошо, давайте так, давайте переходить, тестировать, а потом уже будем делать выводы. Мне есть что сказать, мне есть что показать. Конечно же, будем еще с вами его и улучшать. Начнем. Огромный экран. Как вы видите, сейчас часть закрывает вообще камеру, да, то есть он настолько огромен, больше 17 дюймов. Сейчас мы позакрываем все, что нам не нужно, все, что я использую в повседневной своей работе. Потому что оно будет нам просто мешать. Запустим MSI Afterburner, обязательно будем отслеживать. Ну и, конечно же, поехали. Чем интересен этот лэптоп? Для начала мы с вами посмотрим по CPU ID, то есть увидим, какой процессор. Процессор для меня оказался вот просто отличным с моим переходом со стационарника i7 11700KF. Именно с этим процессором я и сравнивал, и как оказалось, почему для меня вот переход был практически незаметен. То есть я пользуюсь лэптопом на уровне стационарного компа. Ну, давайте так, AMD Рязань 9 6900HX. Дальше Rembrandt, это коденейм Rembrandt, 45 Вт максимальный TDP, 6-нанометровый. По кэшу у нас, как мы видим, третьего уровня меня интересует 16 мегабайт. И все, в принципе, 8 на 16. 8 ядер, 16 потоков. Ну, здесь мать, понятное дело, Asus на PCI-Express 4. С памятью DDR5, которая работает в многоканальном режиме. Слушайте, ну вообще прикольно. На самом деле классная память, но я все-таки, как я вам уже говорил, буду все-таки добавлять. Маловато 16, сейчас мы это все дело увидим. Почему маловато? По графике мы сейчас отдельно посмотрим. GPU Z. Так, по графике у нас... Это NVIDIA GeForce RTX 3060, лэптоп GPU, ну как бы мой сознательный выбор, все-таки я не хотел переплачивать там лишних там 500 евро за то, что я абсолютно использовать не буду. То есть, ну мои потребности в играх, они не такие высокие, как я мог бы себе там представить. Мне не надо там не 3080 Ti, там, не 3070, мне достаточно 3060 для работы с моим Adobe Premiere и для игр, ну при этом очень комфортном гейминге. Стоит она на PCI-Express 4, это 3060. И, кстати, тут знаете, как обусловлена даже ее высокая производительность. Знаете, они выжили максимум из лэптоп-версии. Почему? DDR5, все это в сумме с PCI-Express 4, потому что бывает такое, купили там 3060, влепили на PCI-Express 3, ну, такое тоже видел, вообще не знаю, как оно работает. По идее, оно должно работать на 4-м PCI-Express, но в принципе работает. И температуры мы с вами будем смотреть уже в самом, скажем так, тестах в самих играх и через Armoury Crate. Объясню, что такое ну, оно, знаете, так называется, смотрите, какая красивая штука. Armoury Crate. Не знаю, как его правильно прочитать. Может, напишите мне там в комментах. Классная штука по диагностике вашего компьютера, при этом по полной настройке вашего компьютера. Почему? В процессе игры я использую мультимониторинг в процессе игр. Либо использую подключенный мобильный телефон. То есть у меня есть то же самое. То есть мы нажимаем. И, ну, вообще советую использовать два монитора, вообще идеально. То есть у вас большой экран рядом, вы видите все характеристики, но можно обойтись и мобильной версией приложения, оно есть. Сейчас мы так сделаем и включим запись экрана на моем смартфоне. Для того, чтобы так включили, все, для того, чтобы вы видели в процессе, что мы будем использовать. Смотрите, что у нас есть. У нас есть само по себе приложение. У нас есть три режима: производительность, турбо, тихий и винда. По сути, влияет на... Вот я просто переключаю, и здесь оно переключается прямо в приложении. То есть я на смартфоне полностью выбираю. То есть мы можем делать с вами, видите, энергосбережение уменьшать, производительность увеличивать, делать тихий режим. Это когда у нас полное энергосбережение, шумоподавление. Но мы будем использовать турбо. Там, где меньше на охлад идет почему-то, я бы, конечно, делал бы, ну и отдать на управление в винде можно. Хотя я не советую отдавать на управление в винде.
Дальше. Мы здесь видим в Armoury Crate температуру, частота памяти, температура процессора. То есть сейчас это 58-60 градусов в состоянии простой. Я напомню, здесь жидкий металл. То есть мы построили на жидком металле. У нас также есть Game Launcher. Классная тема. Ну, давайте сейчас мы с вами посмотрим. Во-первых, есть мониторинг вентилятора. Вот здесь если нажму в приложении, допустим, системную информацию, то мы видим здесь процессор, использование, скорость вентиляторов. Можем посмотреть графику и посмотреть жесткий диск и ОЗУ. ОЗУ это вообще основная проблема данного компьютера. 16 гигов в 2023 году это уже мало. Все, забудьте. Когда я буду играть, когда я буду делать рендеринг в Adobe Premiere, это будет практически там 14.8, 14.9. Мало. И у меня были даже моменты, когда Premiere меня выкидывал, не хотел рендерить, потому что писал мало памяти. Вот такая вот фигня. То, что мы тут можем говорить о мультимедиа, то, конечно же, наличие Dolby Vision и Dolby Atmos, нам это не надо, Dolby Vision и Dolby Atmos дает нам конкретный Netflix с Dolby Vision, Dolby Atmos, но если я сейчас, конечно, включу какой-нибудь фильм, то мы увидим здесь HD Atmos, потому что у меня подключен еще HD рекордер. То есть здесь есть поддержка Vision и Atmos, и можем смотреть стриминговые сервисы в конкретном классном качестве. Мало того, то есть они здесь сделали, скажем так, сертификация, да, полная. А что у нас там показывает? Что у нас там? Ой-ой-ой-ой. У нас SSD-шник забит. Я подключил SSD-шник. И мало того, у нас при проигрывании, допустим, там контента определенного уровня, да, там включаем какой-нибудь медиаплеер, и у меня сейчас работает два экрана, то есть при сравнении это будет два разных, вы тоже сейчас видите картинку, то есть это у меня стоит два Asus, на них одновременно воспроизводится один и тот же контент, и здесь вот с этим экраном это просто невероятно. Кстати, в DirectX 11 он показывает сейчас 300, сколько у нас там матрица, 360 Гц, да, грубо говоря, мы видим 360 Гц, что-то оно там у нас сделалось маленьким, нет, нужно большое. То есть касаемо какого-либо мультимедиа контента, здесь вообще ограничения нет, как в принципе и ограничения какого-либо по использованию там браузинга, я не знаю, здесь вы можете создать там 150 страниц, они не будут у вас вообще вешаться, вы можете просматривать любой там 4К контент, какой там хотите, там. То есть можно включить дикую реку, которую я снимал, он будет его тягать просто вообще без вопросов. Видите, посмотрим статистику для админов, он его фигачит там без остановки и будет проигрывать. Кстати, видели какой коннект? 211 мегабит на текущий момент. Это все круто. Что еще у нас есть такого интересного из... давайте сейчас закончим с 3D Mark. Мы... Так, результаты. Загрузим наш результат. Я вам скажу, здесь у нас результат 9244, и тут у нас качает больше графика, потому что это 3060. Если я сюда взял бы там версию 3080 Ti, то это было бы там, ни хрена себе. Но дело в том, что результат 9244 игрового компа. То есть это хороший результат игрового компа. То есть если мы посмотрим по графику, то это показаны результаты для такого же оборудования. То есть это даже там выше, чем в пике, грубо говоря, выше, чем средний показатель. То есть выше, чем средний показатель с таким же оборудованием. То есть Asus реализовали примерно такое же оборудование в максимале. Вот таким вот образом. Давайте PCMark посмотрим. PCMark такой себе тест. Это, знаете, тест уже о том, что он может как простой компьютер. Как простой компьютер он может очень многое. И здесь у нас 7081 балл. Для PCMark это просто ошеломительный результат. Продуктивность сумасшедшая. И подходит он больше. Вот смотрите, сейчас я опущусь тут в мониторинговые детали. Максимально, что он у нас нагрелся, вот теперь смотрите, GPU температура максимальная в режиме у нас в рендеринге была 78 градусов, это при рендеринге, это классная температура на самом деле. И у нас есть, где тут CPU load, и работал он у нас на максимальной частоте проца, который мы ловили. Сейчас я посмотрю, это понятное дело, что не в играх было 4,8. Но давайте сейчас с вами уже поиграем немножечко. Начнем с Returnal. Как вы поняли, я уже в него играл.
на текущий момент здесь есть кое-какой прогресс. У нас, я вам сейчас покажу графику в настроечках. У нас здесь сейчас по видео стоит фулка. У нас стоит средние настройки графики. Это он сам выставил по бенчмарку. То есть для того, чтобы получить, допустим, вот такую вот графику в 100, там больше 100 FPS, больше 120, то есть нам придется играть здесь на средних. Я вам сейчас покажу еще, если мы поставим, ну я сейчас куда-то упаду там, если мы поставим максимальные, то там совсем все по-другому будет. То есть немножко будет меньше FPS, но качество графики будет, конечно, сумасшедшее. Сейчас пойдем посмотрим. Вообще, для тех, кто не играл в эту игру, это, конечно, такой себе топчик. Игрушка мне очень нравится, особенно вот этот вот набор прогресса. Куда нам здесь дальше? Вот здесь вот я туда застрял и никуда долететь не могу, блин, и постоянно падаю. Ну, пойдем сюда сходим. Посмотрим, что у нас тут есть. Вообще, это вот в Returnal у нас получается где-то на средних настройках чуть выше 100 FPS. При этом в динамичных сценах это будет падение до 80 примерно. Блин, я тут всех задубасил и как бы сейчас бегаю и не понимаю, куда мне идти. Но давайте сейчас я все-таки поставлю в настройках в графике высокие настройки. Давайте Epic. Ну, не знаю, Epic, наверное, будет сильно, конечно, но посмотрим. Воу, и у нас сразу провалилось до 75-76. Ну, как есть. Что ты сделаешь? 81, но при этом это абсолютно комфортный гейминг, больше 60 FPS. То есть на средних настроечках я получу комфортный больше соточки, да, там, а здесь вот, ну, больше 60. Давайте пойдем куда-нибудь. Играть по не могу. Сейчас все-таки на кого-то напарюсь для того, чтобы... Ай-яй-яй, 70. А вот они, красавцы. Здравствуйте. Ой, и тут здравствуйте. 60-70, это на Epic. Это на Epic у нас режиме, да, там на Epic режиме графики. На высоких у нас будет, ну, давайте посмотрим, что у нас получится. 80, 70. Куда тебя там несет? До свидания. Так, где-то у нас тут лазеры. И соберем что-нибудь. 70-80. То есть на высоких настройках я здесь смогу играть вообще без проблем 70-80. Если не быть таким принципиальным и включить среднячковые, то, конечно, больше соточки я получу. Но Returnal, не одним Returnal у нас жив момент. Давайте мы с вами включим Armory Crate и сыграем, наверное, в Хогвартс. Хогвартс, кто играл? Вообще классная тема. Я включил опять мониторинг системы. И смотрите, у меня сейчас при загрузке ОЗУ 14,6 гигабайт. Мало совсем. Тут вообще полгига осталось свободной памяти. 32 надо. То есть здесь поддерживается 32. Надо 32. И при таком количестве игр у меня почти забит жесткий диск. Ну, то есть это мало. Здесь есть разъем второй для жесткого диска. Надо ставить SSD-шник еще один и не морочить голову. Так, понаблюдаем чуть за процом. Заметьте, температура здесь. То есть вы могли посмотреть на температуру, которую я показывал. Температура здесь практически не греется просто. То есть у меня сейчас 65 градусов. Это прям вот для мобильных систем, особенно для Ryzen 9, это прямо вот мало-мало. Сейчас мы запустим MSI. Ага, все, запустился. Так, поехали, посмотрим. Мне нужно посетить магазин. Ну, здесь как раз город. Чтобы вы понимали, вот при текущих настройках графики у меня, конечно, там 60 FPS. 60-64 Hogwarts Legacy, но это у меня графика. Давайте я вам сейчас покажу. Да, вот по рекомендации у меня здесь средние настройки. То есть это выбиралось по тесту, по бенчмарку. Давайте посмотрим. Это вот 60 средний FPS. То есть вы можете посмотреть по загрузке. Самое интересное, что загрузка GPU у нас всего лишь 51%. А вот 60, 75.
То есть такое дело. То есть Хогвартс, ну, конечно, тяжеленькая игрушечка. Если кто играл, то очень сильно советую. Такое себе прикольная вещь. Памяти маловато, конечно. 13, иногда проваливается. Кошка. Здравствуй, кошка. Что с тобой еще разговаривать нужно? То есть по Hogwarts Legacy тут как бы такие вопрос 60-70 FPS. И можно, конечно, поиграться и влупить сюда там, ну, графику чуть пониже. Учитывайте, что у нас отъедает где-то с десяток FPS еще MSI Afterburner. Что у нас по графике? Сейчас у нас частота 2 ГГц, то есть 2017 МГц, частота памяти графики, температура 71 градус. Кстати, совпадает температура у нас 73, а Armory Crate, совпадает. Давайте здесь побегаем. Не, на открытой локации, это в городе было, на открытой локации 89-90 FPS. В принципе, это очень даже играбельно. Ну, имеем, что имеем. Мы должны показать всю правду про этот ноутбук. Я вам скажу, была бы, конечно, графика, если бы я выбирал систему повыше. Давайте посмотрим. По памяти маловато, 12. Вы оставили над сайт. Да, я знаю, что я оставил над сайт. Сейчас проиграю, вся фигня. Но мне нужно потестить. Все такое. Вот я такой вот. Нехорошо, давай его утопим нафиг. Он утонет? Не утонет. Все, я проиграл. Боже мой, какая... Да, все, задание провалено. Да иди ты. Мы тебя сейчас закроем, потом будем в тебя играть. Дальше. Что у нас еще есть из такого прикольного? Конечно же, Киберпанк. А вот здесь вот у нас, конечно, с Киберпанком все намного туже. 49-50 FPS. Ну, в барах обычно проверяют из-за вот этого большого количества, там, дым какой-то, какие-то подсветочки. То есть из-за большого количества может быть именно такой провал в FPS. Ну, это не совсем провал. Это, конечно же, играбельно. Сейчас я вам скажу. У нас сейчас графика стоит иное. То есть у нас выставлена она по тесту. Ну, давайте мы еще раз зайдем в настройки. Быстрая настройка качества высокая. Давайте среднее поставим. Посмотрим, что у нас изменится. А вот на средних настроечках вы видели 94-112 FPS. Да ладно! На Киберпанке 113, 117, 124. На средних настройках графики. Да ну, быть того не может. Серьезно. Ну давай сейчас мы с тобой побеседуем. Или загрузим. Ну, проц, посмотрим на температуру. 76 градусов. Вообще адекватная температура. Вот охлаждение у этого ноутбука меня вообще прям радует. Пошли на улицу сходим. Так, 100 FPS в Киберпанке. Да ладно. Это на какой... Подождите, что за настройки у нас? Среднее качество графики. Суперразрешение DLSS отключено. Да, среднее, высокое разрешение дальних теней. Объем тумана высокая. Трассировка лучей выключена. Ну, с трассировкой, не знаю, если включить трассировку, наверное, вообще сейчас отражение. Подтвердить. Наверное, сейчас вообще провалится. Да, с трассировочкой провалится. Но лучики, конечно, здесь покрасивее. Нет, трассировку надо отключать. Трассировка в Киберпанке это отдельный вид искусства. Слушайте, под сотку. На открытой локации 80, 78, 80 FPS. Вообще отлично. Эх, один из самых крутых проектов, которые задумывались с таким факапом выпустить Киберпанк, конечно, это было очень-очень грустно. Ну, сейчас посмотрим, тут экшен какой-то у нас намечается. Да, в общем, Киберпанк норм. Очень даже спокойно можно поиграть, и это очень неплохо. То есть мы смотрим на FPS при средних настройках, это будет соточка. Очень достойно, очень достойно. Ну куда ж я мог без PUBG, а? Обычно меня там просят, давай в PUBG поиграем. В настройках сразу говорю, по графике у нас без ограничений, что там расширенных. У нас все на ультрах, и поэтому сейчас мы с вами стартанем.
На стартовой локации 150-170 FPS, тут как бы вообще вопросов нет. Для этой игры тут 120 у нас, ну, выше 100. Для этой игры это просто идеальная тачка вообще. То есть для киберспорта даже подойдет. Я вам серьезно говорю. 240, 250 FPS, 270 FPS. Да ладно, а? С учетом того, что у нас верхняя граница экрана 360 Гц, то я думаю, будет очень-очень даже круто. Там на самолетике 250 FPS. Ну, для PUBG, конечно, идеально. Если вы хотите играть в более серьезные игры, то, конечно, надо брать на 3080 Ti, сразу 32 гигабайта оперативной памяти. И, конечно же, сразу же брать побольше SSD-шник, 2 терабайтник, и плюс потом еще докидывать чего-то. Очень жалко, что здесь ограничение в 32 гигабайта оперативы, то есть хотелось бы 64, но с учетом, допустим, достаточно быстрого M2 NVMe, на котором организовывается файл подкачки, в случае чего вы практически разницы не заметите. Ну, давайте сейчас зайдем, что там происходит. Если по мне будут стрелять, то я абсолютно этого не услышу. Но в целом FPS вы видите. Мы с вами видим процессор 78 градусов. Это тоже отличный результат. Давайте возьмем броньку. У меня есть бронька или нет у меня броньки? Не было броньки. Это очень отличный результат. Конечно, хотелось бы сейчас с кем-то сцепиться, так чтобы пострелять. Но, думаю, никто в моей области тут не приземлился. Ну-ка. Еще пока не обозначили, да, у нас? Слушайте, ну, блин, прикольно. Вот реально прикольно. Не вижу смысла вообще тестировать в играх дальше. Давайте, наверное, потестим. Вообще отличный FPS, при этом это на ультрах. Давайте потестим с вами в рендеринге, я вам покажу, почему я конкретно покупал вот этот вот ноут себе для работы. То есть, да, это не RTX Studio, это конкретный игровой ноут, да, Asus ROG Strix. Но у меня есть, например, там проект. Я его монтировал, это большой проект, мы его делали в 4К, это тоже, кстати, башни Asus, мы обозревали башенки. Использую я здесь Adobe Premiere, конечно же, ну это мне не надо, автономно. Использую, конечно же, Premiere и объясню, в чем прелесть. Дело в том, что давайте, ну, у меня рассчитано на мультимониторинг, поэтому мы здесь будем. Конечно же, Adobe Premiere это не только рендеринг, в котором используется эта видеокарта RTX. Здесь важен мощный многоядерный процессор. Почему? Потому что в предпросмотре это тоже очень важно. Особенно вот у нас здесь многокамерная съемка с различным количеством эффектов. И если у вас недостаточно мощный лэптоп, то будет, ну, прям проблема. Ну, здесь у нас должен был появляться логотип. Будет проблема из-за того, что, ну, вы не сможете в нормальном качестве работать еще и с цветокоррекцией. Смотрите, у нас сейчас наложены эффекты цветокора, то есть у нас стоит цветокор, у нас одновременно хромакей, и есть кое-какие эффекты, плюс музыка, плюс оригинальная дорожка, на которой тоже наложены некоторые эффекты. При этом у нас есть эффекты переходов, но эффекты переходов у нас однозначно мы используем, которые ускорены аппаратно, то есть у нас видим желтую полосочку, да, там желтую линию, и используем вот этот вот самый Adobe Premiere в паре с Ryzen 9 и RTX 3060. И это для моего канала идеальное сочетание производительности. То есть если учесть, что я не сильно так играю, то переплачивать плюс там 500-600 евро за видеокарту там 3080, с учетом того, что разница в рендеринге будет там буквально 1 минуту, то это будет как бы, ну, не мое. То есть мы видим здесь сейчас, вот видите, Ultra HD 4K, ну, 50 Mbps мы кодируем для YouTube специально, и можем запустить экспорт, например, и посмотреть, сколько это у нас займет. То есть ролик в 28 минут у нас зарендерится за 15 минут. Это просто нереально. Если мы сейчас посмотрим по графике, у нас используется графический процессор на максимале, он сейчас в бусте, и проц, сам по себе проц у нас использован всего лишь на 35%. То есть идеально, просто идеально. То есть 14 минут осталось, 28-минутный 4К ролик.
чтобы вы понимали, 4К ролик. То есть вот для монтажа это прям идеально. Это прям вот идеально. Но, опять же, если мы посмотрим сейчас на память ОЗУ, ну сейчас 11.3, если бы я использовал там, допустим, еще мультимониторинг, добавился бы проект еще какой-то, еще какие-нибудь, я сейчас повыключал мессенджеры, если включить еще, допустим, мессенджеры, включить Google Drive, который я постоянно использую, то здесь было бы и памяти вот как раз под завязку, даже в простом использовании 14.6, 14.5. Этого мало. Так что я предлагаю заканчивать именно самим обзором, да, сохраним и уже переходить резюмировать, а вообще будет еще вторая часть улучшалочка. Так что переходим на резюме. В качестве выводов скажу, он стоит своих денег. Конечно, честно вам скажу еще такую вещь. Asus немного жлобы, и те мелкие недочеты, которые я показывал, это вот попытка сэкономить на премиальной модели. Допустим, камеру действительно можно было влепить. Не настолько дорого стоит модуль камеры, и даже в тонкую рамку можно ее поместить. Допустим, в том же самом Asus ZenBook на такой же тонкой рамке есть вполне приличная HD камера. Не знаю, почему не сделали ее здесь. И экономия на вот этом вот диске, микроны, расположение, эргономика USB для меня иногда может быть критично. За Aura плюс, за Ryzen 9 плюс, за DDR5 плюс модуль Wi-Fi круто больше гигабита, но в целом за эти деньги я ожидал чуть-чуть больше. А если быть уж совсем правдивым, то ноут просто-напросто прилип ко мне, я хрен от него избавлюсь. В ближайшие пару лет буду им пользоваться. Нравится мне. Поэтому с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.